История итальянского океанического лайнера Кристофор Коломбо. Кристофор Коломбо – итальянский океанский лайнер, построенный в 1950-х годах, родственный корабль Андреа Дория. Истоки судна Кристофор Коломбо лежат в ситуации итальянской линии в конце Второй мировой войны. Война была для них разрушительной, так как два их новейших и самых больших корабля «Рекс» и «Конт ди Савоуэ» были уничтожены. В этот момент Italian Line решила строить только очень роскошные, удобные и стильные корабли среднего размера. Кристофор Коломбо был построен в Генуе на верфях Ансолдоу. Судно Андреа Дория уже был построен к тому времени, когда Кристофор Коломбо был завершен. Он был спущен на воду в 1953 году и был готов к первому плаванию в 1954 году. При запуске Кристофора Коломбо был больше, чем судно Андреа Дория. Следовательно, корабль был самым большим торговым судном на итальянской службе в то время. После того, как Андреа Дория был потоплен после столкновения с судном Стокхольм в 1956 году, Кристофор Коломбо оставался один до 1960 года, когда к кораблю присоединился заменивший Андреа Дория судно Леонардо да Винчи. Весной 1964 года Кристофор Коломбо доставил Пьету из Ватикана на Всемирную выставку 1964 года в Нью-Йорке. Ватиканская Пьета – одна из ранних и самых знаменитых работ выдающегося художника эпохи Возрождения, скульптора Микеланджело Буонаротти. Композиция Пьета была создана 24-летним скульптором из мрамора в 1499 году. Хранится в соборе Святого Петра в Ватикане. Высота скульптурной группы, изображающей Деву Марию и тело Иисуса Христа, лежащее у нее на коленях, 1 метр 74 сантиметра, ширина 1 метр 95 сантиметров. Это единственная работа Буонаротти, которая была им подписана. Эту скульптуру Пьету поместили в ящик, наполненный пенопластом, который опустили на резиновое основание в бассейне первого класса, где с ним могло произойти наименьшее повреждение. Во время фактической погрузки на судно Кристофор Коломбо поставили в сухой док, чтобы она не двигалась и не подвергала опасности ящик и его содержимое. Только легкосъемные карабины закрепляли ящик, чтобы его можно было легко высвободить в случае аварии. На случай, если судно Кристофора Коломбо затонет во время плавания, ящик сможет плавать. В Нью-Йорке ящик был поднят плавучим краном большой грузоподъемности на баржу, поставленную вдоль борта корабля. Кристофор Коломбо и Леонардо да Винчи оставались флагманами и главными итальянскими кораблями в Северной Атлантике до 1965 года, когда в строй вошли новые Микеланджело и Рафаэлло. В 1966 году он был полностью окрашен в белый цвет, чтобы соответствовать другим кораблям итальянской линии, которые отказались от черного цвета корпуса. Корабль доставил многих итальянских послевоенных эмигрантов в Соединенные Штаты и Канаду, заходивших в Галифакс и Нью-Йорк в последние десятилетия крупномасштабной эмиграции океанских лайнеров в Северную Америку. Кристофор Коломбо был последним кораблем, доставившим иммигрантов к историческому канадскому иммиграционному терминалу пирса под номером 21 30 марта 1971 года, за день до закрытия пирса. Кристофор Коломбо занимает видное место в фильме Warner Bros. 1962 года «Римские приключения» с Сюзанной Плешет, Троем Донахью и Россано Брази в главных ролях. Вступительные заголовки фильма 1971 года «Взломщики» Анри Верньёля показывают Кристофор Коломбо в доке в Афинах, Греция. В 1973 году
Кристофор Коломбо отказался от службы в Нью-Йорке. Поэтому он был перенаправлен на маршрут Генуя-Барселона, Лиссабон, Рио-Монтевидео, Буэнос-Айрес, чтобы заменить судно Джулио Чезарой, у которого возникли серьезные механические проблемы. Поскольку южноамериканская служба приняла судно некачественного обслуживания, оно оставалось частично кишащее тараканами до 1977 года. Затем оно было продано Венесуэле, где использовалось в качестве жилого корабля для рабочих в Сьюдад-Гуаяне. В 1981 году Кристофоро Коломбо был продан американским сломщикам. Однако по прибытии в Гаосюн Кристофоро Коломбо отбуксировали в Гонконг в надежде вернуться в строй. Поскольку судно было дорогим в эксплуатации, оно было спроектировано для работы за счет итальянской субсидии и находилось в плохом состоянии после пребывания в Венесуэле. Осенью 1982 года Кристофоро Коломбо отбуксировали обратно в Гаосюн и сдали на слом.